Друзья, всем привет! Вы на канале Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Сегодня ночью ко мне в голову пришла, как по моему мнению, гениальная идея. Они довольно часто посещают меня, но, как правило, какая-то мелочь, какой-то небольшой нюансик может сделать ее из гениальной, в лучшем случае, в неплохую и полезную, а в худшем – бестолковую и бесполезную. Но остаток этой ночи я уже не мог уснуть и думал про себя: вот это я красавчик, вот это я дал. Это же взорвет индустрию спиннинговых приманок. Я с трудом дождался рассвета, собрал необходимые снасти, и вот я здесь на реке, чтобы очередной раз проверить гениальность своей мысли. Ну а теперь к сути самой идеи. Сегодня ночью была сильная гроза, и меня осенило. Нет, меня не ударило молнией, и в голове у меня ничего не перемкнуло. Просто я услышал сквозь сон какой-то сильный грохот. Я подумал, что ветром могло сорвать кровлю или еще что-то повалить. Я взял фонарик, вышел посмотреть, не обнаружил никаких повреждений, но зато увидел очень много червей-выползков. Кто не знает, выползки — это такие крупные земляные черви, которые вылазят по ночам, чтобы там заниматься своими беспозвоночными делами. И в этот момент я подумал, почему бы не попробовать использовать вот такую натуральную приманку в качестве спиннинговой. Ведь многие рыболовы-спиннингисты используют с успехом приманки в виде червей и ловят на них различную рыбу. А на натурального червя выползка, он таких же примерно габаритов, очень крупный червь, как силиконовые черви. И главное, что он натуральный. Его может съесть любая рыба, и карп, карась, там, сом, окунь. В общем, любая, как мирная, так и хищная рыба. И рыболовы с успехом ловят на донки на этих червей, так почему же не попробовать ловить на спиннинг? Единственный момент — это закрепить его так, чтобы он не слетал при пару забросов с крючков. Нужно сделать какую-то снасточку. В общем, я на скорую руку прямо ночью сделал вот такую оснастку. Надеюсь, вам будет видно. Это два обычных карповых крючка, связанных последовательно на монофильной леске 0,4 диаметра. К сожалению, толстого флюорокарбона у меня под рукой не было, поэтому если клюнет щука и срежет, ну, значит срежет. Это все-таки эксперимент. И впереди стоит груз-пуля. Это на самом деле пуля, я в нее вплавил с помощью горелочки вертлюжок. И все, дальше идет основная леска на спиннинг. Сейчас насаживаю выползка и будем пробовать. Вот они, красавчики. Сейчас выберу, который из них пошустрее. О! Одену на крючки и отправлю на поиски трофейной рыбы. Ну что, как думаете, соблазнится рыбка на такую приманку? Первый заброс сделал слабый, не силовой. И в принципе червячок справился, не порвался. Поэтому буду продолжать. Вот так выглядит наживка после 10 забросов. К сожалению, поймать пока ничего не удалось, буду продолжать попытки. Но сам смысл того, что наживка держится, ее можно доставить в точку улова, произвести проводку, это уже дает ей право на существование. И сама идея, ну если не гениальная, то очень приближенная к этому. Я думаю, что при ловле судака такой метод будет довольно результативный, особенно при ловле с лодки, где не требуется дальний силовой заброс. Ну что, еще десяток забросов. И вот так поддобил червячка. В принципе, даже в таком состоянии могла бы быть поклевка. Но ее, к сожалению, не было. Буду переходить на другую ловлю, потому что коты не пустят меня домой без рыбы. Да, спиннинг с такой оснасткой на выползка можно использовать в качестве донки.
У меня с собой есть поплавочная удочка, сейчас замешаю прикормку и попытаюсь наловить хоть какой-то рыбы для котов, иначе они меня не поймут. Я и так редко выхожу на рыбалку, тем более в землянку, потому что работы очень много. Постоянные зрители знают, что я остался сейчас один на хозяйстве, и много работы и в огороде, и по дому. Я даже по этому поводу сделал новый канал, который называется «Усадьба рыболова», в котором я показываю, как я веду свое приусадебное хозяйство. Я как человек городской в этом не особо понимаю, и происходит это у меня не очень здорово. Но зато подписчики уже помогают мне активно в комментариях своими советами, рекомендациями, за что им большое спасибо. Надеюсь, и дальше будет также продолжаться. Кстати, кто еще не подписался на новый канал и интересуется темой приусадебного хозяйства и домашнего рыборазведения, буду рад общению в комментариях. Ссылки на канал оставлю в описании под видео, в описании канала, и вот здесь вверху тоже будет ссылка. Надеюсь, коты уже не будут мною разочарованы. Я поймал несколько красноперок, причем одна из них довольно крупная, и несколько плотвичек. Ловил на мастырку, на опарыша и на мотыля. Причем клевала лучше всего на мастырку. И, как ни странно, мастырка сегодня тоже экспериментальная. У меня не хватало некоторых ингредиентов, то есть их было крайне мало. И пришлось разбавить другими, которые я бы и не подумал положить в мастырку. Ну, просто под руку попались. Думаю, почему бы и нет. Попробовал. Замечательный результат. Ловится в основном только на мастырку. Ни мотыль, ни опарыш практически не клюет. Вот такие вот дела.
Только что я еще раз попробовал половить на оснастку с выползком. Сделал заброс, проводил, и случилась поклевка. И такая поклевочка, как тук-тук-тук-тук-тук, как будто бы кто-то заглатывал. Но я по инерции, как бы, вроде как ловишь на спиннинг, нужно сделать подсечку. Я резко подсек и мимо. Но в принципе, если бы дать паузу, то возможно бы рыба заглотила червя и можно было что-то поймать. Ну что, питомцев я уже снабдил провизией на пару дней. Теперь можно попробовать что-то поймать и для себя. Сейчас немного смещусь в сторону по реке и попробую половить хищника на живца. Вот взяла щучка, потащила поплавок. Совсем недолго я ждал. Сейчас буду подсекать. Небольшой шнурочек взял. Вот такой совсем маленький. Вот такой шнурочек. Кто-то его уже цапнул. Видимо, мамка идет подрастать. Ну вот ей дома, звери встречают, требуют рыбы. Карлос тоже почему-то сильно гавкает. Просит рыбу. Ты рыбу будешь? Рыбу, да? Сейчас дам, пойдем дам. С хищником как-то не задалось. Удалось всего лишь поймать одного небольшого щуренка, который благополучно отправился подрастать. Ну а вот рекет меня встречает. Сейчас будут забирать добычу. Ну что, немного отдохнул, теперь снова за работу. В огород, копать пруд. Ну а с вами буду прощаться. Подписывайтесь на новый канал Усадьба Рыболова. Кто не подписан, и на старый канал Календарь Рыболова. Всем мира, добра и до встречи в новых видео. Пока.